Всем добрый день. В 2025 году участились в Ирландии отказы во временной защите украинским беженцам. Причина это недостаточно убедительные, либо недостаточно фактов, доказательств того, что вы пребывали на территории Украины до февраля 2022 года, либо после. То есть сейчас это именно видно прям невооруженным глазом, что много людей пишет, и мне писали и в личку, и рассказывают свои истории о том, что не дают просто, выдают прям такой бланк, прям вот такой специальный какой-то отказ, как он выглядит, я точно не знаю, у меня именно образца нету, у кого есть, вы можете скинуть мне в личное сообщение, в Телеграм, либо в Инстаграм, и я потом смогу прикрепить его, да, вставить либо в каком-то ролике, чтобы люди понимали, как это точно называется. Но факт в том, что эта бумажка, она говорит о том, что все, вам временную защиту в защите в Ирландии отказано. Главным доказательством сейчас и до этого, да, являлось это ваши банковские выписки. Главный критерий и условия этих выписок, они должны, то есть вы должны были, да, пользоваться своим банковским аккаунтом, то есть картами, до полномасштабного вторжения, то есть либо после, то есть чтобы вы, получается, были на территории Украины до полномасштабного вторжения, либо если вы, ну, не выезжали вообще, да, и там кто-то выезжает в 25-м году, в 23-м, в 24-м, это по-разному, но это понятно, что человек, если пользовался картой в 24-м, 23-м и приехал в 25-м, то значит он находился на территории Украины. Ями Лайф. Тут вы найдете самый большой ассортимент вяленой рыбы и снеков к пиву в Ирландии. Вот один из отзывов. Шикарный, роскошный набор, плотва с икрой. Ссылочки на ТикТок и Телеграм в описании. Но есть такие люди, персонажи, да, это больше, конечно, кочевники, путешественники, зарабичаны, то есть те, кто были на заработках до того, как полномасштабная война пришла в Украину. И эти люди в большинстве случаев, ну, начали тоже пользоваться временными защитами и начали, да, менять страны, как-то прыгать, как-то двигаться, что-то подбирать, выбирать, там, где может получше, может где-то больше выплаты, то есть, ну, где условия будут для него лучше. Например, если он был в Польше на заработках, либо в Чехии, Словакии, Словении, неважно, и захотел, например, поменять свое место жительства на Ирландию. Многие, поверьте, сейчас меняют страны, хотя уже во многих странах очень много ограничений, да, и не такая уже помощь, как была в 2022 году. Но факт остается фактом, что в Ирландия уже, как мы видим, идет по пути сокращения выплат и вообще социальной помощи украинским беженцам максимально. Ждем ответа по АРП в ближайшие, да, недели. Я записываю это видео сегодня, какой у нас, 6 февраля. То есть вот на 6 февраля уже сейчас, в 2025 году, очень много вот таких вот путешественников, кочевников, я их так называю, может это грубо, но вы должны понимать, почему им дают эти отказы. Если раньше офицеры закрывали на это глаза, то есть, значит, было какое-то распоряжение, ладно, война, люди, примем, поймем, все, простим, заходите, все вас обогреем, накормим и так далее. То сейчас, видно, уже дали указания с 25 года ужесточить эти правила, ужесточить проверки, смотреть досконально документы, хотя люди, которые мне писали, у них там, ну как сказать, последняя запись там была в 2021 году, да, там в конце года, то есть этого было недостаточно, были там выписки из больницы, там и коммунальные, но офицер сказал, что ему как бы не поверил, и это не единый такой случай, много, обратно же, этот человек, который мне написал, он тоже мог немножко слукавить, да, и как-то он не до конца не сказал, был ли он на территории или нет. Многие утверждают, что банковские карты нельзя никак, да, вот эту вот операции, вот эти вот подделать. Но по факту все можно сделать. Кто знает, есть такие прекрасные фишки, как Apple Pay, да, и Google Pay. То есть, например, у меня вот в моем телефоне Apple Pay, например, у меня что карта моя, жены на всякий случай привязана, что ее карта у меня. То есть это на всякий случай, мало ли кто-то забудет, у кого-то сейчас есть денежка, у кого-то нет. И по факту, что я ее картой могу оплатить везде. Так же самое и она. То есть я веду к тому, что любой знакомый, друг,
любому знакомому может сказать свои данные карты своему родственнику, брату, например, если брат остался в Украине, да, он где-то там, то он может привязать, и выписки приходят, понимаете, на мой аккаунт потом. Если я своему брату сейчас дам свою карту, и он будет не оплачивать покупки в Украине, то в онлайн-банкинге будут написаны в моем банкинге, то есть, и получается, что я в Украине, но по факту я не в Украине. Так что вот эти вот утверждения, что банковские выписки это самое главное доказательство, и их никак нельзя подделать, это немножко, конечно, миф. И те люди, которые это утверждают, записывают там, рассказывают, и сами, я не знаю, офицеры, или они это не понимают, либо для них здесь, в Ирландии, так делать, ну, думать, что они думают, что так невозможно сделать, но по факту это делать можно, и банковские выписки, мне кажется, что скоро до них это дойдет, и что это тоже не будет как главный из фактов того, что ты находился до полномасштабного вторжения на территории Украины. То есть я веду к тому, что все-таки те, кто хотел по-настоящему приехать в Ирландию, он уже приехал. Тот, кто хочет еще приехать в Ирландию, приезжайте, но вы должны понимать, что без проблем пустят тех, кто реально сейчас находится на территории Украины, у кого по-настоящему есть все выписки, свежие, хорошие, приезжайте, показывайте, и вас, конечно же, пустят. Если вы еще никуда не ездили, если Ирландия это будет первой страной, в которой вы будете просить временную защиту, то проблем у вас не будет. Проблемы будут только с жильем, потому что его дадут вам на 90 дней, да, бесплатно, и то говорят, что с марта, возможно, его уже не будут предоставлять даже новоприбывшим, но хотя пока еще таких вот заявлений, ну, в полном объеме от правительства не было, так что пока это все слухи, догадки, но факт остается фактом, что Ирландия и остальные страны Евросоюза ужесточают, то есть и снижают помощь украинским беженцам. Так что Ирландия принимает украинских беженцев, но правила и сужение, да, вот это вот, кого мы будем принимать, кому будем давать временную защиту и желтые листы, оно уменьшается, оно сужается, и офицеры, как говорится, не то что стают злей, да, эти офицеры, все эти проверяющие, просто сверху к ним идет распорядка, да, что нужно вести себя более жестче, нужно пускать, как я понимаю, меньше людей и давать больше отказов. Но и обратно же всех путешественников, всех тех, кто была у людей защита в других странах, то есть нужно потихоньку, как я понимаю, их отсекать. Тех людей, которые впервые приезжают, впервые выезжают, у которых не было защиты, у кого есть доказательства того, что они пребывали либо до вторжения, да, за месяц, за два, ну и обратно же, кто сейчас проживает в Украине и выехал вот буквально там, может, месяц назад, либо неделю, понятно, у них проблем не будет. Но про банковские выписки я только что вам рассказал, что это не панацея. Я не понимаю, почему не взялись именно так конкретно за вот эти вот выписки. То есть по факту, ну можно, да, было даже по штампу в паспорте. Например, когда ты пересекаешь польскую границу, то тебе ставят штамп. Если его, например, поставили, да, этот штамп, например, там 20, не знаю, там в марте уже 22 года, то понятно, значит, ты был до войны в Украине, да, и тебе поставили штампы, потому что по штампам можно было определить, когда человек выехал, когда он заезжал в Украину, когда выезжал, везде штампы, все есть, то есть все люди в базе данных есть. Это первое, это гласит о чем, что все-таки база данных у них в Евросоюзе не общая, не могут они каждого вот так вот пробить, где кто выезжал, кто куда заезжал и приезжал. Это сейчас вот только с 25 года, возможно, ведут вот эту вот систему, да, где там уже все не будут печати ставить, а будут все просто пикаться своими паспортами. Но пока она еще в полной мере не работает, так что этой базы еще нету. А в 22 году, 23, 24 она и не работала. Так что по факту можно там и с печатями поиграться, это понятно, но почему они так зациклились на банковских вот этих выписках, я не пойму, потому что я только что вам рассказал лайфхак, как можно пользоваться картой, как может другой человек за вас оплачивать ваши же покупки в другой стране, просто вы говорите свою полностью карту, привязывается вообще в два счета вот так вот по щелчку, и все, человек просто нажал, на терминале пикнул, как говорится, ну, Apple Pay, да, беспроводной этот оплата, и все готово, то есть, либо часами там Apple Pay, и то есть никаких проблем с этим нет, так что вот такие вот дела у нас в Ирландии, отказы
участяются, ну, то есть людям говорят нет, людям приходится уезжать. Хотя, как именно, даже если вам во временной защите отказали, 90 дней вы можете находиться как турист в Ирландии легко, никто вас не выгонит, потому что Ирландия пока, ну, когда началась война, они отменили визовый режим для украинцев. Как вы знаете, если не знаете, то Ирландия не входит в шенгенскую зону, и чтобы сюда попасть, нужна была виза. То есть, как только Ирландия, например, обратно отменит визовый режим, то украинцы вообще сюда не смогут даже и носа своего сунуть без либо разрешения на работу, либо контракта, либо ну, туристической визы. То есть в прямом смысле уже просто так приехать, сказать, я украинец, помахать паспортом, чтобы тебя пустили, не получится. Да, уже и сейчас паспорт Украины уже, как вы видите, многим людям отказывают во временной защите. Всем добра, позитива, как говорится, светлое будущее всех нас ждет. Оно обязательно наступит. Всегда на связи, держу в курсе.